Всем привет! Сегодня у меня на доработке Lamzo Atlantis Mini. Как и у старшей модели, у нее присутствуют горизонтальные люфты, холостой ход после нажатия на кнопки, а также присутствует поскрипывание. Здесь вы можете увидеть, что в Lamzo Atlantis Mini с внутренней стороны установили демпферы. Они должны смягчать удар после нажатия на кнопки. Однако при нажатии на кнопку демпферы не достают до корпуса мышки. Между демпфером и корпусом есть зазор. Также имеется небольшой люфт колесика. Для снятия ножек я использую спиртобензин. Также можно использовать этиловый спирт. Он хорошо размягчает клей и ножка с легкостью снимается. Половина демпфера была не задействована, поэтому я их буду переклеивать на отмеченные места, чтобы при нажатии они полностью касались нижней части корпуса. Как я ранее показывал, демпферы не достают до корпуса мышки, поэтому мне нужно увеличить их толщину. Для этого я вырезал квадратики из тонкого пластика и наклеил с одной стороны двусторонний скотч. После этого приклеиваю их на ранее отмеченные места. На демпферы мне также пришлось наклеить слой двухстороннего скотча, чтобы немного увеличить толщину, которой мне не хватило. Поскрипывание происходит из-за ограничителя горизонтального хода, который установлен внутри толкателя. При нажатии на кнопку внутренние стенки толкателя соприкасаются с ограничителями и получается скрип. В этих местах я уменьшу ограничители с помощью лезвия. Для того, чтобы уменьшить горизонтальные люфты, мне нужно убрать зазоры между толкателем и корпусом. Для этого я буду использовать тонкие пластинки, заранее наклеив на них двухсторонний скотч. Пластинки клею с наружной стороны толкателей.
Пластинки практически идеально убрали зазор, но при нажатии на кнопки чувствуется небольшое трение, поэтому я лезвием стачиваю с пластинки небольшой слой пластика. Чтобы пластинки в дальнейшем не отклеились, в нескольких местах я промазал их суперклеем. Пластинки смазываю тонким слоем силиконовой смазки, чтобы уменьшить трение между ограничителем и толкателем в случае их соприкосновения. Для того, чтобы уменьшить люфт колесика, на ограничитель вала клею тонкий слой пластика. В местах крепления кнопок есть небольшое поскрипывание пластика, поэтому я их смазываю тонким слоем силиконовой смазки. Энкодер был заменен на TTC Gold 8 мм. Для увеличения продолжительности его жизни смазываю силиконовой смазкой. В соединениях боковых кнопок также есть небольшое поскрипывание, поэтому в местах крепления смазываю тонким слоем смазки. Горизонтальные люфты были полностью убраны. Демпферы теперь выполняют свою работу. После нажатия на кнопку они упираются в корпус мышки, смягчая удар, а также за счет них уменьшен холостой ход после нажатия на переключатель. После доработки, как бы я ни нажимал на кнопки, скрипов больше нет. Все дефекты мышки были устранены. Надеюсь, вам было все понятно. А если нет, пишите в комментариях, постараюсь вам ответить на ваши вопросы. До новых встреч!